Необходимо привязать почту. Задай необходимые вопросы. Ну, ее нужно создать. Получается, у нас на Namecheap куплен домен, как у доменного регистратора, а сам статичный сайт привязан к Cloudflare, и необходимо сейчас создать почту, чтобы ее можно было принимать, я так понимаю, на Cloudflare. Что для этого необходимо? Так, и сейчас скопируем какие-нибудь там скриншоты из Cloudflare, чтобы Cloud понимал контекст, и из доменного регистратора тоже скопируем и вставим. И отправим ему сообщение, чтобы он что-нибудь подумал и что-нибудь умное нам сказал. Какие, допустим, сегодня агенты нам нужны. Я думаю, что PyCharm мы не будем сегодня открывать. Будем все в браузере. Так. Идеальная конфигурация. Ой, спасибо, спасибо. Так, варианты от простого к сложному. Cloudflare Email Routing бесплатно 5 минут. Это пересылка входящей почты на любой существующий. Отправлять с домена нельзя, только принимать. Пересылать. Подходит, если нужен инфо, приходит на личный Gmail. Я думаю, что можно будет и принимать, и отправлять на самом деле. Так. Работать у нас будет агент, клауды, браузерная версия, поэтому дай ему необходимые задачи, инструкцию, техническое задание, чтобы он справился с этой задачей. И в техническом задании запроси какую-нибудь обратную связь, по которой ты сможешь понять, что задача фактически выполнена. То есть, чтобы не просто ты поручил что-нибудь, и оно непонятно, сделано или не сделано. Задай такие какие-то хитрые вопросы, которые можно получить как результат от агента-исполнителя, только если он успешно выполнил. Ну и если, соответственно, там какие-то возникнут промежуточные сложности, чтобы он задал тебе какие-то вопросы. Так, вот такой вот хитрый промпт отправляем в ответ на его вопрос. Слева email, ну мы это ж ничего не будем делать. Добавят нужные MX записи самостоятельно. Ну, все классно, но мы же веб-кодим. Это у меня микрофон такой большой и хороший, профессиональный. Вроде должен давить эхо. Это мы продолжаем серию по созданию сайта. Будни веб-код блогера. Так что у вас есть редкая возможность поподглядывать в замочную скважину за разработкой. ТЗ готово, ключевые моменты, умная верификация, 6 вопросов, встроенный стоп на шаге 4 обязан остановиться и спросить у тебя целевой email для пересылки, прежде чем продолжать. Пересылать на IT-sales 1985 собачка gmail.com. Не надо у нас ничего спрашивать, пусть сразу делает. Стоп на 4 пункте нам не нужен. Обновленное ТЗ, хорошо. Для агента, когда Cloudflare отправит письмо подтверждения на Gmail, агенту нужно будет либо зайти в Gmail, нажать кнопку подтверждения, либо попросить тебя это сделать вручную, зависит от того. Окей, хорошо.
Так, ой, как-то много всего. Войти, Cloudflare. Мы уже залогинены. Смотри скриншоты. Открыть email роутинг, включить email роутинг, нажать email enable, добавить адрес назначения. Смотри, сама почта еще не создана. Я бы хотел создать именно info, собачка, ну и дальше вот домен. То есть вопрос не просто в переадресации, а нужно именно создать электронную почту, а потом уже все остальное там с переадресацией на Gmail. Так. По-моему, он недопонял, что необходимо сделать. Здесь важный момент, который нужно прояснить. Cloudflare Email Routing не создает настоящий почтовый ящик. Она создает адрес. Только как маршрут пересылку, письма переходят на него и тут же уходят на Gmail. Отправить письмо через него нельзя. То есть у тебя можно получать письма, нельзя отправлять от имени. Если нужна полноценная почта и получать и отправлять, нужно один из вариантов. Google Workspace, Cloudflare Routing бесплатно, только прием, пересылка на Gmail. Да, только принимать. Ок. Хорошо. Он подтверждает, что это все будет работать. Так, ну давай почитаем. Открыть Cloudflare Dashboard, перейти туда-то. Ты уже залогинен в аккаунт. Кликни в домен Fact Witness. Открыть email роутинг, включить email роутинг. Добавить адрес назначения. Мне еще это чуть-чуть не нравится. Есть в Гугле такая функция, где я могу и принимать, и отправлять. Сейчас попытаемся ее активировать. В Gmail есть такая возможность, что там можно экспортировать данные из какого-то имейла SMP3, MP3POP, что-то там такое вот, как-то оно обзывается, и там можно и принимать, и отправлять. То есть, может быть, можно настроить с Cloudflare так, чтобы Google сам мог это и принимать, и отправлять. Что ты по этому поводу скажешь? Ну, вот обычный ящик. Сейчас я тебе пришлю скриншот оттуда. Ну, или ты, может, сам можешь вытянуть информацию и ответить мне. Так, ну, для начала, для MVP, в принципе, подходит, что односторонняя связь. То есть нам только присылают, и мы ничего не отправляем. Я думаю, это для начала тоже достаточно, чтобы платежную систему подключить, и чтобы все уже как-то начало шевелиться. Так, ты говоришь про функции Gmail Send Mail S, отправка от другого имени, и Check Mail from other account через POP3 — это реально существующая фича. Вот как это работает и что возможно. Получить Gmail через Cloudflare Routing, да, это уже и есть то, что мы настраиваем. Письмо пересылается, падает в Gmail, POP3 тут не нужен. Отправить от имени через Gmail технически возможно через Send Mail S, но для этого нужен SMTP, реквизит, serial логин, пароль. Cloudflare Email Routing их не дает, он только пересылает входящие. Так, получается, Zoho Mail бесплатный, Gmail. Ну, пока что отправлять, я думаю, никакие письма не будем, а будем только принимать. Так что, окей. Добавить назначение, добавить правила маршрутизации. Шестой шаг — проверить DNS-записи, перейти в раздел DNS, FactWitness.com, убедиться, что присутствует MX-записи. Так, а это
Ага, то есть это внутри Cloudflare настраивается, хорошо. Так, промежуточные вопросы задай мне, если не знаешь, на какой email делать пересылку. Cloudflare просит подтверждение ownership, а email routing недоступен, MX записи конфликтуют с уже существующим. Верификация выполнения, обязательно ответь на вопросы. Какой статус, сколько MX, какое назначение, какой статус, какой именно адресат указан на custom address. Зайди в email, отображаются, сколько там 0. Окей, ну, допустим, копируем, заходим в Cloudflare и нажимаем вот сюда вот клауды. А как мы его установили, вы можете зайти на канал. Так, как же зайти на канал? Ваш канал. Вот и здесь, там, где мы плейлист, установка окружения. И здесь мы устанавливали How to install Cloud in Google Chrome. Вот, то есть здесь вот есть эта штука. Так, Opus переключаем на SN 4.6. Я думаю, даже хайку, чтобы он быстрее шевелился. Все равно это достаточно. Так, переключаемся в небезопасный участок, чтобы он сам все делал без нашего спроса. Ну и будем так одним глазом посматривать, что он делает. Так, он быстренько начал шевелиться, быстрее, чем там Opus или Sonnet. Задание, я считаю, что супер. Ну, если руками это делать, то это достаточно непросто. То есть нужно копаться, смотреть, где что. А так он сразу читает всю страницу из HTML, там дом читает и находит нужные элементы и выполняет просто инструкцию. Так, мы следим сейчас, он должен создать. Ну вот, да, он создал инфо, показывает, куда пересылать почту. Я пробовал Opus, пробовал Sonnet, и вот сейчас вот пробую Хайку для таких задач. Он просто очень много сжирает там Opus, Sonnet на простейшие задачи, что-то думает там, где думать особо нельзя. Хайку особо не думает, он сразу действует, поэтому сильно на лимиты мы тут не попадем. Так, он открывает Gmail. И открыл не тот Gmail, который нужен. Интересно, сумеет ли он там переключиться на нужный email, Gmail. Вижу, что делает скриншот. Что-то там кликает. Ну, я переходить туда не буду, чтобы на видеозаписи не показывать там какие-то суперличные записи. Поэтому будем следить здесь за агентом, что он делает. Он переходит туда. Да, он смог переключиться на правильный email. Самостоятельно я ему даже не подсказывал ничего. То есть он делал скриншоты, анализировал, делал, думал. Делает скриншот правильной страницы, то есть он находится в управлении там, потому что это похоже на gmail-овскую страницу, хотя мы в Cloudflare находимся. Кликает что-то там, определяет, какой правильный email для валидации вот этой вот пересылки. Здесь написано pending verification, то есть он от Cloudflare отправил на IT Sales вопрос, хочет ли он такую пересылку.
И вот он ищет такой вот скриншот. Я так понял, что он нашел нужный email, зашел внутрь, сделал скриншот и пытается найти правильную кнопку, чтобы ее нажать. Мы ничего не делаем, мы даже находимся вообще в другой вкладке. Ссылка is no long valid. Так, это да, это прикольно. Это новые вызовы у него, новые challenges, новые преодоления возникают. То есть вроде бы он кликнул из правильного имейла по правильной ссылке, а она не сработала. Поэтому ему нужно дальше продолжать активничать и проверять, работает все или нет. Так, может туда надо перейти, глянуть, что там. Давайте чуть-чуть тут обновим, может уже тут все окей. О, это мы ему что, все сбили? Это мы тут гуляем по вкладкам, роботу мешаем работать. Окей. Что-то здесь, да, пошло как-то не так. Он делает повторно. В моем представлении, если уже была создана вот это вот рероутинг из Cloudflare, то оно должно остаться где-то там, и F5, перезагрузка страницы, она не должна никак, нарушить этот процесс. Я сейчас нажал F5, и оно сбросилось до начала, как будто бы оно никак не настраивалось до этого. Это у меня как-то вызывает сомнения. Ничего, посмотрим. Так, тут уже какие-то... может быть, все сработало. Это уже следующий этап. Я думаю, все сработало, потому что здесь уже MX записи, и это уже напрямую связано как раз с имейлом. То есть, да, delete conflicting records. Delete conflicting records. То есть он что-то удаляет. Удаляет и удаляет. А я не вижу где. То есть в экране вроде бы этого нету. Может, это где-то внизу. Да, человеку это не так-то и просто разобраться так быстро, что клацать на этой странице. Вверху вот пишется, что страница находится под управлением клауда. A combination of MX and text records need to be added to your DNS for email routing for functional properly. Получается, я предполагаю, что он нам говорит о том, что эти MX записи, они должны быть в неймчипе. А вот здесь вот у нас рамочка, которая говорит, чем управляет клауды, и namechip туда не входит. И получается, в namechip он сейчас не заходит и не управляет им. Интересно, можно ли его как-то сюда в группу добавить? Так, правой кнопкой Add new.
Add to group. Да, добавьте его туда же, чтобы он мог управлять. Он что-то удаляет и удаляет на стороне Cloudflare, но мне кажется, что он должен копаться. Я выполняю сложный процесс настройки. По-моему, он не то делает на самом деле. А что он пишет? Я выполняю сложный процесс настройки Cloudflare Email Routing для домена Fact Witness. Дайте мне завершить процесс удаления конфликтующих DNS-записей. Давайте продолжим удаление оставшихся записей. Переключусь обратно на вкладку с Email Routing, Tool Computer. Отлично. Прогресс. Вижу, что осталось только 3 конфликтующих записи вместо 6. Tools. Так, интересно. Это он, получается, с чем сравнивает? Это он здесь все совсем сравнивает. Missing. Тут я даже не могу его проверить. То есть вот здесь он что-то делает. И мне сложно сказать, он сделал все правильно, что все поудалял, или неправильно. Мне сложно оценить, так что будем оценивать уже только результат. Дойдут ли письма и будут ли они переадресованы на... Так, пошел дальше. Не факт, что он все правильно повыполнял, но окей. Попробуем и посмотрим, дадим ему волю. Так, он добавил email, и написано, что статус verified. То есть, получается, когда он открыл Gmail, нашел, что это не тот Gmail, переключился на правильный, нашел правильный email, нашел кнопку, нажал кнопку, и все здесь подтвердилось. Это хорошо. Так, вроде бы все получилось, то есть custom адрес. No data available. Ну, хорошо, я сейчас перейду в Gmail на другом экране. Нажму «Создать письмо» и отправлю. На этот копировать, вставить. Напишу тест. И тест. И отправлю. И сразу посмотрим, работает или нет. То есть хотя бы total received, оно должно поменяться. Так, мы перешли к DNS Records. Он перешел что-то здесь еще настраивать. Раньше я делал ошибки, то есть я начинал на странице что-то листать выше-ниже, но он кликает по какой-то области, исходя из скриншота. То есть он, если что-то не видит, что тыкнуть, то он бывает не по кнопке, по селектору переходит, а находит именно по скриншоту, куда кликнуть, и делает именно клик. Вот. И если он уже думает, что он в начале страницы, я начинаю листать куда-то дальше, то он не понимает, где он, и делает дополнительный скриншот. Ну, и подтормаживает чуть-чуть. Так, а что он описывает? То есть он описывает, что все выполнено успешно. Мы копируем это все и переходим сюда и пишем. Что скажешь?
до 20 слов. Ну, то есть отчет от этого агента мы пересылаем. Все 6 верифицированных вопросов отвечены конкретными значениями. Задача выполнена. Работает. Так, хорошо. Он говорит, что все работает. И мы тогда попытаемся зайти в... Нет, надиктуем. Зайди там, где приходят письма, и там, где они пересылаются, чтобы я смотрел, что там и как происходит. Я просто не помню, как эта сама ссылка называется, где она находится, поэтому мы надиктуем агенту задачу, и пусть он ее выполнит. То есть он перешел в настройки, где все находится, а где сами пересылаемые письма. Так, смотрим, значит, build, email services, email routing. И здесь написано total received 0. Смотрим в отправленных. В отправленных есть тестовое сообщение, которое отправлено 2 минуты назад. Мы обновляем все и делаем скриншот того, что мы отправили. Ну, вдруг, если у нас там какая-то ошибка. И делаем скриншот вот этого. То есть скриншот отправленного и скриншот Cloudflare и надиктовываем. Email настроен неверно. Я прислал тестовое сообщение на info.factwitness.com, но этот email не получен Cloudflare, что видно на скриншоте, что написано полученных 0. Управляй своим помощником, который настраивал email, чтобы получить результат и, ну, может быть, там вначале оттестировать, в чем проблема, но идеально сразу настроить. Так. У агента есть доступ к Gmail, то есть сразу можешь ему дать задание отправить тестовое сообщение и добиться получения сообщения в Cloudflare. Вот это важное, да, тоже добавление, что мы видели, что он действительно открывает корректно вкладку. И сейчас веб-версия даст версии приложению Cloud в Chrome действовать. Ну, оказывается, да, вот эта вот вкладка. Стоп, посмотри внимательно на первый скриншот. Письмо уже пришло в Gmail. Получено сегодня... Так, это он что-то не то говорит. Оно лежит в инбоксе под меткой info. Нет, это я тебе показываю отправленное сообщение, что я его действительно отправил. Это не полученное, а отправленное в отправленных. Посмотри на вкладке Cloudflare, и там 0 полученных. То есть как может быть переправлено уже на Gmail письмо, которое еще не получено Cloudflare. Это же, ну, сломана логическая цепочка, согласен? Вот. Сообщаем ему эту информацию, то есть он неправильно прочел скриншот, он подумал, что это уже полученное письмо, в то время как оно отправлено. MX-записи еще не распространились, DNS пропейджен, либо где-то конфликт записи. Вот задание для агента. Дай полный контекст для агента, что он может делать, что он не может делать, что мы тестировали, что получилось и какое задание. Чтобы он точно понимал, что делать и не додумывал ничего. Потому что мы используем хайку-версию, которая
более упрощенное в мышлении. А для задачи мы используем сонет. Так, вот прошлое задание уже закрываем. Что-то было сделано, но я не вижу никакого результата. То есть rerouting, custom address, total received. Есть полученное письмо. Ничего себе, все работает. Forwarded 1. Так, входим во входящие. Так, а почему его нету во входящих? Может, оно в спам попало? Но я не вижу его в входящих. Да, так, задание, получается, меняется. Forwarded 100%. Так, но где оно? Окей, тогда задача найти. Ты браузерный агент, и у тебя в группе уже есть под управлением Gmail IT-Sales 1985 собачка gmail.com. И вроде бы ты успешно настроил Cloudflare. Что было произведено? То есть с Gmail IT-Sales 1985 собачка gmail.com было отправлено тестовое сообщение на info factwitness.com. И вроде бы, исходя из Cloudflare, оно полученное вроде бы переслано. Но я вот сейчас активно нахожусь в Gmail. И есть здесь вкладки Primary, Promotions, есть Social, есть Updates, и есть еще вкладка Spam. И я нигде не вижу вот этого сообщения, которое переслано от Cloudflare. Помоги мне, что где отвалилось, почему пересланное сообщение мне не переслалось, и я его не получил. Если тебе нужны какие-то данные вводные перед началом работы, то дай мне, пожалуйста, эти данные вводные. Спроси что-нибудь, чтобы я ответил тебе. Вот это очень важно, спрашивать, давать разрешение ИИшке задать какой-то вопрос, потому что им часто это очень-очень важно. Окей, да, запускаем. Так, подвину себя чуть-чуть. Может, вот так, да, пусть будет. Отлично, ты прав, нужно разобраться, почему тестовое письмо не пришло в Gmail, хотя Cloudflare якобы его получил и переслал. Давайте систематически проверим. Мне нужны следующие вводные данные. Когда ты отправил тестовое письмо, примерное время, час, 2 часа назад, сегодня, вчера. Так, первое, 3 минуты назад. С какого аккаунта ты отправлял письмо на... Так, выделяем IT-Sales. Второе, IT-Sales. Так, что там у нас третье? Какой бы текст письма... какой был текст письма? Текст письма был тест на английском языке. Так, четвертое. Ты точно видел Cloudflare, что письмо было получено и переслано? Ты его вкладки проверь и улыбочка. 5. Проверила ли ты вкладку All Mail в Gmail? Так, All Mail. Нет, я не проверял. Не знаю зачем, но можно... Тут пусто. Уже да. Новых нет. Так, может быть и есть. Ух ты, у меня есть это письмо во входящих.
Так, а почему оно стоит 6 часов 15, а здесь какое-то еще... Это просто из другого часового пояса мне прислали. Нет, это автоотправка. О, это сообщение мне пришло, все. Все работает. Ну что, уважаемые веб-кодеры, собратья по оружию, поздравляю, у нас все было настроено с первого раза, и все сработало. Действительно. Так, а почему этого нету во входящих? Действительно, когда All Mail я нажал, то это письмо там появилось. Promotions, Social, Updates, Primary. Нигде его нету. А All Mail, оно есть. Уже да, там письмо есть, но почему его нет в других вкладках? Так, а что он писал про All Mail? Иногда письма попадают не в Primary, а в разные вкладки или даже в папку All Mail. То есть, может быть, есть отдельная вкладка, лейбл, закладка, которая будет значиться как пересланные из Cloudflare. Я не вижу такого. Получается, необходимо создавать отдельный фильтр в Gmail, чтобы это попадало в Primary, потому что так это письмо просто не видно. Так, идеально. Вот твое письмо. Activity Log таблица показывает значение. Session ID 13 это подтверждение, что твое успешно получено и переслано. Теперь я понимаю проблему. Письма All Mail есть, потому что оно действительно пришло, но оно не отображается в Primary, Promotion, Social Updates. Это может быть, потому что письмо помечено как All Mail. Только это может быть из-за того, что Gmail не знает, как его категоризовать. Спам-джанк, проверь спам. В спаме нету. Письмо отфильтровано отдельной папке. Давай проверим, можешь ли ты открыть Gmail и показать мне. Ты в моем Gmail. Найди, ответь. Я открывать не буду, но я надеюсь, что он переключится вот в эту вот вкладку, там где IT Sales. И он, надеюсь, там уже начнет что-нибудь там подсказывать, искать для меня. Так, он находит, нажимает Return. Ждет 2 секунды, что-то там. Хочется уже с одного раза добить до конца, чтобы к этому вопросу уже не возвращаться. Может быть, ему даже надиктуем такое, что создай отдельный лейбл, и чтобы это все падало под отдельный лейбл. Да, сейчас, наверное, так и сделаем. В itsales 1985 @gmail.com создай отдельный лейбл для этих пересылаемых имейлов. Сделай главный лейбл, который будет называться Cloudflare пересылка, под лейбл
будет называться по названию домена. Создай сам эти все действия без моего участия, ничего у меня не спрашивай. По итогам я проверю, то есть у меня в Gmail должен появиться лейбл, который будет называться Cloudflare, под лейбл дочерний будет по названию домена, и при клике туда, именно в домен, то я должен увидеть мою почту, мое письмо пересланное, которое я не вижу ни в какой другой категории, кроме как all mail. Ну, еще вот это вот, оно вроде бы просто выполнить достаточно, но достаточно трудоемкая работа. Вот я сейчас ему вставляю сюда, Enter сработает. Enter не сработает, то есть вставлять новое задание нельзя. Что у нас тут происходит? Вроде бы там еще висит на стадии скриншоты какие-то делает, листает почту, я так понимаю. Ладно, ту задачу отменим и дадим вот эту вот новую. Ну, а на втором экране я буду контролировать, там появился этот лейбл или нет, и отобразилось ли это письмо у меня. Ой, я не там обновил. Начинаю. Сначала создам главный лейбл Cloudflare, пересылка, нажму на плюс рядом с лейбл. Ну, то есть вроде бы что-то он делает, да? Окей, я буду смотреть, получается ли у него или нет. Периодически буду обновлять. Так, он в All Mail зашел, да, по-моему? Или там и было? Так. Пока не вижу, но вместо F5 буду Ctrl-R нажимать. Или Ctrl-Shift-R. Ctrl-Shift-R. Да, вроде бы тоже сработало. Вроде бы стили должны тогда обновляться еще, а не просто. Так, какой-то лейбл вроде бы Drafts появился. Может, что-то создается там. Так, здесь он вроде бы ищет. Пока что еще... Ага, отчитался, что Cloudflare, пересылка, главный лейбл создан. Перехожу на отдельный экран, нажимаю F5. Перезагружается Google Workplace. Я смотрю, где здесь есть класс. Cloudflare пересылка действительно создан без моего участия. Так, я тыкаю в него, пока что еще подлейблов в нем нету. Так, отлично. Теперь нужно создать подлейбл factwitness.com под этот главный лейбл. Он все понимает. И это Haiku 4.5, который быстрый и не тянет ресурсов, не тянет токенов. Ну, по сравнению с Сонетом и Опусом. Ну, молодец. Так. Во всяком случае, уже на верном пути. Я считаю, что это должно входить в эту видеозапись, потому что, окей, настроили мы почту, что с сервака пересылается на Gmail, или там на Яндекс, или там еще куда-нибудь. Но если оно не показывается нигде, то какой в этом смысл? То есть надо настроить систему, где по одному клику будет все видно, что все работает, и
не бегать между какими-то вкладками. Что сейчас и делаем. Так. Ввести имя подлейбла, выбрать New Label under Cloudflare, пересылка, введу имя. Tool. Идеально, теперь все готово. Так, переходим F5. И нам надо понимать, что надо еще фильтр настроить, чтобы он настроил фильтр. Так, а я подлейбла не вижу. Cloudflare вижу, а подлейбла не вижу. Так, я нажму Ctrl-Shift-R, может быть оно сидит где-то в CSS-стилях, и надо прямо перезагрузить жестко страницу. Да, все правильно, то есть сработал Ctrl-Shift-R, и под домен, под лейбл появился, но получается нужно теперь задать фильтры, что все пересылаемые сообщения попадают под этот фильтр. Так, отлично, подлейбл создан. Теперь нужно применить этот лейбл к письму с темой. Хорошо, что мы находимся здесь, и мы читаем, что происходит. То есть применить этот лейбл, это он зайдет в письмо, и внутри письма нажмет, что этот лейбл относится к этому. Но это не совсем то, что нам нужно. Нам нужно, чтобы все будущие письма попадали именно сюда. Сейчас именно так ему надиктуем. Нужно не просто зайти в само письмо и присвоить ему лейбл factwitness.com, а нужно создать фильтр, согласно которому все пересылаемые письма от Cloudflare, которые пришли на info factwitness.com, чтобы они попадали в этот подлейбл factwitness.com. Вот что нужно сделать. То есть создай фильтр, а не присвой одному письму значение. То есть создай фильтр для всех будущих входящих писем. И после того, как создашь, то отправь тестовое сообщение на info@factwitness.com и проверь, что все сработало, и в Gmail новое письмо попало в нужный подфильтр. И отчитаешься, получилось или нет. Вот, то есть ту задачу мы просто остановим, если она еще не готова. Если она готова не до конца. Так, идеально, открыто письмо, prompt is too long, слишком много токенов. 200 тысяч токенов. То есть, когда он работает в браузере, он прямо очень много тянет токенов, несмотря на то, что это хайку. То есть я думал, что может быть хайку, он как-то более легкий будет, а все равно он сожрал токенов так же, как и Sonnet и Opus. То есть мы совсем ничего там поработали, ну, я не знаю, там меньше часа, и он уже сожрал все, то есть больше, чем даже кодинг. Так, это наши лимиты достигнуты за ближайшие 5 часов. То есть если мы закроем или дадим новое какое-то задание, то он просто скажет, что не хватает лимитов. Или это просто закончилась одна беседа. 200 тысяч токенов, наверное, это много. Наверное, это уже лимиты там на 5 часов закончились. Ну, в принципе, это достаточно просто создать руками. То есть это надо зайти настройки, потом все настройки, потом фильтрация и нажать, что если получатель info@factwitness.com, то тогда его направлять вот в этот подлейбл. Ну,
я понимаю, как это сделать, я знаю, как это делать, делал неоднократно, но интересно же веб-кодить, чтобы агент работал, даже если это дольше, чем сделать вручную. Ой, смешно, конечно, но... Когда делаешь сам, то вайб, настроение не то. А когда сам робот все сделал, то уже, ну, как бы человек-начальник. Дал задачу, задача выполнена. Проконтролировал результат. Вот, все классно. Вайб-кодинг. Если бы я показывал, как это сделать руками, это было бы уже не вайб-кодинг. Так, делает скриншоты какие-то. Я обновлю страницу, что там в Gmail творится. Так, факт Witness по-прежнему пусто, но фильтр будет применяться только к новым письмам, поэтому вот это из All Mail, наверное, я вручную действительно помечу как тот лейбл. Так. Где эта кнопка? Reply forward, delete, mark as unread, report spam, report phishing, filter message like this. О, фильтр message like this, это очень круто. Это прямо не просто лейбл, а фильтровать from, нет, не from, а to. Так, тут стираем и... он же это все делает. Ну ладно, не будем ему мешать. Пусть он это сделает. Но Gmail молодцы, они прямо классненько сделали, что фильтровать можно, создавать фильтры. Ага, после первого нажатия эта кнопка исчезает. Интересно, неожиданно, необычно. Ну ладно. Так, смотрим, что он selecting specific label was successful. Так, лейбл это хорошо. Но нам email фильтр. О, creating email фильтр. Вот это уже, да, то, что надо. Так, а тут он что, ушел куда-то на Cloudflare? Setup email routing. А что он тут сетапит? Уже же все засетапчено. Уже все создано. У нас сессия та завершилась, и получается новый агент уже не помнит, что там было в предыдущей. И он на всякий случай проверяет, что здесь было и как здесь было. Чтобы вспомнить и загрузиться в новую сессию. Теперь он уже посмотрел, что там внутри Cloudflare, и идет опять в Gmail. Причем в AllMail. Ну окей. В AllMail действительно это письмо есть. Ух! О! Прошу прощения. Так, кликает Executing New Step. Preparing to compose new message. То есть он говорит, что он уже готов, все настроил, фильтрацию настроил, и он делает новое сообщение, и, может быть, новое сообщение у нас здесь появится. Хорошо. Composing email to fact witness contact. Composing.
Что такое composing? Наверное, отправка сообщения. Так, edit subject to message добавляет какое-то сообщение, потому что если сообщения в теле письма нету, то оно может быть отфильтровано промежуточными серверами как спам. Поэтому, да, это правильно, что он написал туда какое-то тестовое сообщение. Сейчас буду смотреть в исходящих, есть ли какое-то исходящее из ящика Gmail. Так, correcting email receipt field error. То есть он говорит, что какой-то не тот email ввел. Но пока в исходящих ничего нету. Он копается вот в этой вкладке самостоятельно. Мы туда даже не заглядываем, но во втором браузере у меня на втором экране открыты исходящие, и я в исходящих вижу, что ничего нету. Сейчас я гляну drafts. Drafts есть. Черновик есть, который был создан 1 минуту назад. Хорошо. Туда я не мешаю ему, не захожу. Он заходит в черновики, делает скриншот, кликает. Composing email message. Sending message to receive. О, так, заходим в отправленные, обновляем. Waiting for email to complete sending. Отправил email. Так, я зайду в него почитать, что там и как. Оу. This is a test email to verify the Gmail filter is working correctly. This email should be automatically lead with the factwitness.com label. Окей, ну, достаточно информативное он добавил сообщение. Фильтр тест 2. И получается, оно ушло туда, и я захожу в подлейбл, который он создал. Так, а где... Немало у меня тут лейблов и подлейблов. Cloudflare пересылка, Fact Witness. Пока пусто. Пока пусто. Так, Searching for incoming email from Cloudflare. Ну и здесь мы можем зайти и посмотреть, есть ли дополнительные письма, пришедшие и перенаправленные. То есть пока они сюда не пришли и отсюда не были переправлены дальше, то, ну, собственно, и нечего там фильтрацию искать. Здесь новых писем почему-то не было, хотя в отправленных у меня в Gmail есть 1 минуту назад. Так, а в Cloudflare оно еще не пришло на email. Дольше минуты идет. Как-то очень странно на самом деле. Обновляем еще. О, пришло сюда 2 минуты назад. И вот сейчас уже forwarded. И теперь заходим в Cloudflare. Если просто тыкнуть, то ничего. Так и должно быть Fact Witness, если тыкнуть. Он тоже перезагрузил, чтобы посмотреть, что все пришло. Fact Witness под домен не отрабатывает, то есть фильтрация не срабатывает. Navigate to Gmail. Так, что у нас спам? Спам пусто. All mail. Этот второй
второе тестовое письмо, оно пришло в почту, но оно не было отфильтровано. Ну, то есть для меня здесь просто тут надо фильтровать по получателю. info@factwitness.com. Если к нему отправлено, то тогда почта должна попадать именно туда. Так, хорошо, тогда зайдем напрямую в фильтры и посмотрим, какие фильтры применены. Я это работаю на, извиняюсь, на отдельном мониторе, потому что там могут быть личные данные, но я комментирую, что я делаю. Он пока что работает с настройкой имейла, а я здесь перепроверяю его. See all settings. Так, и здесь General Label, Inbox, Accounts and Import, Filters and... Вот, Filters. Так, и что у нас по фильтрам? Он добавил matches from info, fact, witness.com. Он сделал неправильный фильтр, он добавил, как будто бы это от info. А это необходимо, чтобы не от, а к. То есть он сделал неправильно. И говорит, что все работает. Я с ним полностью не согласен. То есть это никак не работает, но уже его не будем мучить. То есть он сделал как мог. Я меняю edit и меняю с from на to. Нажимаю search. Вижу все эти два письма и принимаю. Так, мне вообще надо, чтобы это был фильтр. Зачем мне это принимать? Окей. Значит, из того, что я могу показывать, уже все сделано. Пересылка работает. Письма доходят. Теперь уже внутри самого ящика нужно фильтрацию просто чуть-чуть докрутить вручную, потому что он долго работает и кучу токенов сжирает, поэтому нет смысла делать через робота. Через робота был смысл делать вот то, что мы делали. Это настройку пересылки, потому что он делал это действительно быстрее, чем человек бы сделал. Поискал, нашел, разобрался и сделал. Так что поздравляю. Email для получения писем, валидации от платежной системы уже настроен, а фактически они будут присылать там какие-то коды, пароли, уведомления. То есть на данной стадии, чтобы подключить просто платежную систему, этого будет более чем достаточно. Все документы подгружаются внутри самой системы или по специальной защищенной ссылке. Поэтому я думаю, для начала нам вот этот Cloudflare, бесплатный email пересылка, email routing. Вот email sending. Join the waiting list. Пока что еще нету, да? Join waiting list. Я тоже хочу. Так, и что тут у нас? То есть вроде бы они пересылку сообщения тоже у себя настраивают, чтобы оно работало. Окей, все. Поздравляю, вы настроили email на своем серваке, независимо от какого агрегатора, конструктора сайтов, полностью под вашим управлением, еще и бесплатно. Разве неприятно? Финансового вам благополучия и продолжаем серию «Как построить сайт самостоятельно». Хорошо, всех благ, финансового вам благополучия.